Барлыгына салем! Уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid. Обожаю Казахстан, поэтому этот ролик будет экспериментально переведен на казахский язык, но с помощью нейросети. Поэтому обязательно напишите в комментариях, все ли нормально и все ли слова были понятны. И у нас сегодня праздник, потому что мой подписчик Ильдар прям с Казахстана прислал мне вот эту посылищу. Иди сюда, поближе к желудку. Я сегодня побуду волшебником. Traxpex. Во! Пожалуйста, новейший паёк Казахстана. Настолько новейший, что его выпустили только в январе 2025 года. Также он мне прислал вот такую маленькую шоколадочку. Но с помощью моего колдовства Traxpex Giraflex. О! Ты что делаешь-то, демон? Вот это я понимаю. А где маленькая? Ты взял? Дай. Вот теперь я доволен. Давайте начнем с самого главного, а именно с пайка. Выглядит он очень необычно, особенно для Казахстана. Если раньше они делали все как-то попроще, то теперь заморочились. У них современный дизайн. Всевозможные надписи на английском, на казахском, на русском языке. И самое главное, все это сделано в милитари стиле. Ты что жуешь-то? А? Весит паёк буквально 1,5 килограмма, а на борту находится 4647 килокалорий. На задней стороне упаковки указана вся полезная информация. Также написано, что это меню номер 7, то бишь можно смело сделать вывод, что как минимум 7 меню у них существует. И стандартный срок годности, в данном случае до 2027 года. Ребят, напишите в комментариях, сколько уже раз на моем канале были пайки из Казахстана. Тот, кто правильно ответит, тот будет молодец. И, кстати, я уже хотел этот видос писать в Казахстане, типа аутентичности, вроде там есть леса. Но в любом случае Серега ехать не захотел. Да я бы не против, но мне машину на ТО надо отвезти. Беспокоит меня там один момент. Не хочу так ехать. Да это вообще не проблема. Ты разве не знаешь про автоспот? В очередной раз пришло время пройти ТО на нашем автомобиле. И первым делом я проверил актуальные цены, чтобы вообще понимать, сколько это сейчас стоит. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец. Цены есть на все авто. И я был очень удивлен, что разница в цене может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы. А это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередной ТО, то всегда смотрите цены и скидки на автоспот. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами, выбираем лучшее и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией будет полный порядок. Ссылку на автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки были всегда под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот. Ну а мы возвращаемся к еде. Что ты делаешь? Трафарет. Зачем? У нас год похудения. Я хочу доказать в конце года людям, что меня не... Ну, я не набрал веса. Во. Ёбушки-воробушки. Запасом взял? Ну да, чуть-чуть. Мне надоело шутки слушать про жир, давайте есть. Кстати, упаковка сделана добротно, качественно, руками просто так не порвать. Хороший полиэтилен, не такой, конечно, как у американцев, у них он такой прорезиненный, здесь не так, более дешевый, но тем не менее я его не разорвал. Погнали. Шулах! Смотрим. Давайте разбираться. Вуаля! Разложили мы красоту, и я нахожусь в легком шоке, потому что, ребята, я вам скажу, что это рывок. Это вам не прорывы. Они поменяли все. Во-первых, они отказались от старомодных железных консервных банок. И это хорошо, потому что они получили безграничное количество калорий в таких пакетах. Вот, пожалуйста, суп чечевичный 400 грамм. Где это еще можно увидеть? Дальше плов туран 350 грамм. И гречка с курицей всего 300. А что так? А? Далее они положили аж 3 беспламенных разогревателя, что делает этот паёк автономным. Есть инструкция на русском языке, хотя сам разогреватель на английском. Насчет столовых приборов. Все аккуратненько упаковано в отдельный пакетик для каждого приема пищи. Завтрак, обед и ужин. Отлично. Также здесь есть набор для приготовления кофе и не только, потому что я вижу сразу здесь и перчик, и соль, и даже есть салфеточка. Насчет качества, тут говорить не приходится, к сожалению. Я надеюсь, что они это тоже в будущем исправят.
Еще здесь есть вот такой пакетик с моей любимой мелочевкой, в котором находится 2 упаковки с медом, 3 энергетических батончика, 3 чая, 3 влажные салфетки и жвачка. Единственное, что осталось стабильным и неизменным, это хлебная продукция. Армейские галеты Казахстана. Ну, слава богу, их консервными банками хотя бы не побило, это уже хорошо. Давайте переходить к завтраку. Значится, пошла движуха. На завтрак решил оторваться по полной, чтобы закрыть вопрос с напитками и всякой мелочью. Разогреваем по-трушному, в беспламеннике, который, кстати, не пылит, в отличие от некоторых аналогов. Вроде мелочи, а неприятно потом вытирать химически активную дрянь от упаковки с едой. Далее все как обычно, вставил и залил. Ну, в принципе. Давай, закрывай. Ай, блядь, она горячая, сука. Я ж тебе сказал. Вот жироносец. Представьте, это завтрак казахстанского солдата. Что может быть круче? Здесь все есть, даже влажная салфетка специально. Обратите внимание, давайте с нее начнем. Сейчас, чтобы ручки у нас были чистые, все культурно. Она ничем не пахнет. Не особо-то влажная, но зато тряпочная. Она не очень хорошо рвется, лучше, чем бумажная в любом случае. По качеству ставлю 2 из 10, она почти что уже сухая. Это плохо, надо переделать. Также есть зубочистка, но мне она не понадобится, у меня все равно нету зубов. Насчет основного блюда. Называется она тауик етинен жасалфен. По-нашему это гречка с курицей. Я думаю, это видно невооруженным взглядом. Но обратите внимание, что здесь есть морковочка. Это такой приятный бонус. 300 грамм всего-навсего в меня сейчас зайдет. Прям, я даже не замечу. Единственный момент такой вот маленький минус. Попадаются пережаренные гречневые элементы. Они вот такие темненькие. Это не очень хорошо, потому что они на зубах скрипят. Ну, не проблема. Нет зубов. Мяско. Гречка. Мяско. Вот дома я такой по вкусу никогда не повторю. Конечно, блядь. То, что я не умею. Как будто бы добавили усилителя вкуса. Представляете, гречку, но только в 10 раз усиленная по вкусу. Это же чудеса. Вот не хочется останавливаться вообще. Вот вам пример, как можно приготовить дешевое блюдо, простое, как тапок, но очень вкусно. Я хочу это есть каждый день. Как будто сутки не ел. Самая вкусная гречка, которую я когда-либо пробовал. Рыхлая. Не то, что в этой консервной банке. Минимум жира, максимум маслица. Оно такое прям топкое. И соли полный порядок. И как будто бы чуть подсластили чем-то. 10. Прям горжусь. Не надо останавливаться. Зачем? У нас завтрак, у нас есть чай, мы его заварили, есть кофе. Начнем, естественно, с чая. В последнее время я люблю вот так. Хороший, насыщенный, немного терпко-горький. Это из-за того, что мы вовремя не убрали пакетик. Называется чаек «Чемпион». В принципе, ничего сверхъестественного, никаких дополнительных вкусов я тут не наблюдаю. Стандартный, как со слоником в Советском Союзе. Вот у них что-то это осталось. Фух. Насчет галеток, ребят, я, конечно, понимаю, что по внешнему виду они больше всего напоминают наши, не имеющие аналогов ни в коем случае, да, но тем не менее они другие, поверьте мне, даже запах отличается, к сожалению или к счастью, в лучшую сторону. Вот ломаешь ее, нюхаешь и пахнет, как американская большая квадратная галета. Я не знаю, что они сюда добавили. Пшеницей, молоком и немного яйцом. Вот такой вот омлет. Одни из немногих галет, которые можно есть вот так в сухомятку. Аккуратненькие, аристократичные,
плотненькие, жирненькие, немного толстенькие, молочные, как домашнее печенье и при этом без сахара. У белорусов похожие. Мы немного отдалились, у нас свой путь. За галеты тоже ставлю 10. Мед. Здесь его 2 пачечки. Они такие, знаете, одноразовые. Буквально вот одна пачка, одна галета. Ну, поэтому у меня 2 галеты получилось. Сереге не дам, естественно. Мед, кстати, необычный. Такого в пайках я не видел. Обычно он либо засахаренный, либо желтый, либо прозрачный, такой водянистый. Здесь он темный. Я специалист по меду, поэтому заявляю, что это гречичный. Ой. Вы можете себе представить, от удовольствия начинает трястись сейчас подбородки. Все 3? Чего? Мне один, но большой. Как играет на солнышке, а? Аж блестит весь и сияется. Если его отдельно пробовать, он аж терпкий, на любителя, но с галетами зачет. Естественно, тоже 10. Вот моя тема. Я как спортсмен заявляю, что подобные батончики спасают в любой ситуации. Вот взял с собой, поел и порядок. И в тренажерку можно, в принципе, не идти. Просто по дороге поел и все. И домой. По внешнему виду, как будто бы недоделанный сникерс. Ну, как будто вот делали и забыли. Еще отличительная фишка в том, что в нем есть банан, арахис, ну и, естественно, шоколад. Давайте его попробуем. Зачем его пробовать? Надо есть. Он не такой простой. Килограмм 20 понадобится, чтобы разгрызть. Он выглядит гораздо интереснее, чем по вкусовым данным. Очень жесткий, хрен разжуешь. Вот на Западе там к этому как-то попроще относятся. Там больше химозы, и он там мягкий. Он тебе во рту прям тает. Здесь еще надо побороться. Ну все, казинак. Я даже не жевал. Зря. И кофейком сейчас шлифанем, чтобы желудку было проще. Кофе здесь стандартный. И спасибо вам, кланяюсь за то, что положили отдельно сухие сливки. Не в каждом паке их кладут, а я их просто обожаю. Скажу так, не горчит и слава богу. Единственное, послевкусие странное. Оно супер кофейное. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны кофе же разный бывает. И вот здесь послевкусие такое немножечко отдает жженым. Если сравнивать с американским аналогом, очень похоже, но по вкусу. Послевкусие там другое. У них больше сахара банально, вот и все. Нормально. 8. Переходим к обеду. Обед у нас, конечно, немного поскромнее, всего-навсего одно основное блюдо, но зато 400 грамм. Называется оно жасемак пюре сарпасы, то бишь чечевичный суп-пюре. Выглядит загляденье. Мне нравятся такие блюда, их не надо жевать. Значит, челюсть не устанет, значит, можно съесть побольше. В состав входят чечевица красная, вода питьевая очищенная, репчатый лук, морковь, картофель, чеснок, растительное масло, соль, мята сушеная, перец черный молотый. А где мясо? Тут только растительные жиры. Если долго смотреть на этот суп, то он начинает смотреть на тебя. Поэтому не будем терпеть. Это очень необычно. Горох с мятой пробовали когда-нибудь? Вот это оно. Мята, масло и горох. Застало, блядь, меня врасплох. Необычно, но вкусно. Немножечко перченое послевкусие. Вот бекона сюда затолкать 2 килограмма, я бы съел. А так ты не съел. И так съел, а мало. По баллам буду строг. 6 из 10, потому что отсутствует мясо напрочь. Это неправильно. Ни в коем случае не останавливаемся. Следующая вкусняшка у нас называется Рокси. Это вот такая малюсенькая вафля с шоколадом. А вот в этих отсеках находится фундучная паста. Должно быть очень вкусно, я обожаю фундук. Белка тоже заметила. Я начинаю злиться. Потому что очень мало. Это вообще, я считаю, издевательство. Это раззадорили и не добавили. Вот
еще 10 таких штук, где вот мне нужен квадрат 30 на 30, чтобы было вот такие штучки. Я по одной буду отдирать и хавать. Да, и поэтому невозможно сейчас останавливаться и просто так сидеть. Я хочу есть, надо переходить к ужину. Погнали. Я не могу в это поверить. Это ест солдат. 350 грамм настоящего удовольствия и рая. Вы обратите внимание, как этот плов выглядит. Я думал, что все скромнее. Нет, он каноничный. Здесь и мяса много, и нут есть, и даже изюм есть. И рис тоже правильный, длинный, рассыпчатый. Выглядит загляденье, согласитесь. Ну-ка. Сладенько. Я поплыл. Оно заходит. Изюминок крайне мало, но ты их вилочкой выискиваешь, чтобы вот вместе с остальным вот это вот попало тебе сюда. И такая, сладость пошла. Изюминка, да. Язык жрешь вместе с пищей. Ребята, он стынет. Стынет, нельзя этого запустить. Жирненький. На одном дыхании. Причем я даже не чувствую, что я наелся. Норма мужика 9200. Это 4600 хуйню. До тебя 2. Твой желудок. Безумие. Оно само просится. Вот я сейчас говорю, а оно такое, давай, что ты сидишь? Десятка. Ребята, и вроде все хорошо и прекрасно, да? Казахи радуются, лучший паёк сделали. Но ложку дегтя я все-таки сейчас воткну. Смотрите, видите этот батончик? Он сроком годности до сентября 2025 года. Во всех пайках всего мира есть правило. Срок годности целого пайка определяется самым скоропортящимся блюдом. То бишь, в данном случае, вот этим. Никакого 27-го года там и не пахнет, потому что это портится раньше. Понимаете? Это зашквар. Так делать нельзя. В нашем спичке самый скоропортный. У нас вообще ничего не портится. Называется эта плюшка миндально-арахисовый батончик вместе с шоколадом. Выглядит, в принципе, вот как я сказал, так оно и выглядит. Такие очередные казинаки. Погнали. Ну, Тебе, деду, уже на терке надо. какой-то сплошной контраст. Обед был зашибись, ужин был зашибись, даже жевать толком ничего не надо, и тут тебя заставляют работать мышцами рта. Но я сегодня добрый. Вот если это все смочь перемолоть, проглотить, очень добротное блюдце. Мало. Орехов больше надо. Больше! Короче, осталось нам попробовать жвачку, которая называется «Импульс». Она с обычного магазина, поэтому долго на ней останавливаться не будем. Даже сразу все. Мята. Так вот, 4700 килокалорий уже во мне, но есть какая-то недосказанность. И специально для тех, кто досмотрел этот ролик до этого момента, для вас, ребят, отдельный бонус. Ильдар мне прислал шоколад, огромный вот такой казахский. А я в ответ нашел настоящий кумыс, который ни разу в жизни не пробовал, даже не знаю, что это такое. Сейчас мы это дело объединим. Погнали. Итак, кумыс — это кисломолочный напиток, изготавливаемый из молока кобылы. Получается напиточек в результате молочно-кислого и спиртового брожения. По сути, квашеное молоко. Вроде как полезен для желудка, снимает похмельный синдром, способствует сохранению молодости и оказывает благотворное действие на кровь. В СССР даже существовали здравницы и кумысные курорты. Столько раз мы снимали казахстанские пайки, и только сейчас мы увидели что-то действительно
абсолютно новое, совершенно классное. И в честь этого я достал кумыс и поднимаю этот бокал и за казахов, и за вас, уважаемые зрители, и вообще за всех, кто меня сейчас смотрит. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Я попробую этот кумыс вместе с шоколадом. Ни разу не пробовал. Запах, конечно, удивительно страшный. Вот на самом деле, ну как будто бы испорченное молоко, такое кислятина, непонятное. Ну, погнали, погнали. Я понял. Это ни на что не похоже. Отдаленный родственник, естественно, кефир. Но тут настолько мощный вкус. Он сладкий. Чувствуется, что есть алкоголь. Консистенция здесь тоже необычная. Я думал, что он более плотный. Как вода. Вместе с шоколадкой. Ну-ка. Слушайте, мне заходит. Нормально. В принципе, можно с ночевкой здесь остаться и будет хорошо. Много ты его не выпьешь. Маленькими глоточками цедить. Топчик. Вот трубочку бы сюда еще воткнуть вместе с шоколадкой. Его еще можно с орехами. Нормально. Ой. Уйди. Ну а сейчас традиционный вердикт. Во-первых, огромная благодарочка Ильдару за такой оперативный подгон новейшего пайка Казахстана. Спасибище! Что касаемо самого пайка. Первое. Крутой дизайн и комплектация. Ничего лишнего. Второе. Поставлен рекорд по соотношению количества калорий к общему весу ИРП. Например, наш паёк при таком же количестве калорий весит в среднем 2 килограмма. Здесь же всего 1500 грамм. Третье. Большие порции основных блюд. То, о чем я всегда говорил, что блюда надо увеличивать, а всю мелочь по 50 грамм убирать. Потому что человеку надо поесть, а не копаться в коробке в поисках добавки. И, как следствие, здесь отличное качество самих блюд. Все вкусно, сытно и сбалансировано. Красавчики. И четвертое. Вполне адекватно разбили по пакетам всю мелочь. Ничего искать внутри большого пакета не придется. Теперь минусы. Ложки. Прямо скажу, говно. Галеты хоть и вкусные, но не хватает булочек, как в американском пайке. Но это частая проблема в пайках СНГ и не только. И для автономности я бы еще добавил спички и таблетки для обеззараживания воды. Мало ли понадобится костер. А так, в целом, очень огромный рывок вперед. Прям вот зашло. Вот такой пакет я, пожалуй, возьму с собой куда угодно. Спасибо, накормили. Вот, как-то так. Ребят, спасибо всем, кто поддерживает канал лайками, комментариями и подписками. Сейчас это для нас особенно важно. Алгоритмы YouTube усложняются, поэтому попрошу поделиться этим видео с друзьями или отправить ссылочку знакомым в Казахстан. И прям обязательно подписаться на основной канал. Вам же не сложно, а нам будет очень приятно. И отдельное спасибо галеткам, которые подписываются на Бусти. Там ролики выходят чуть раньше, и они без рекламы. А на этом пока что все. Всем удачки, всем пока!